Ром, я тут в Инстаграм попросил наших подписчиков подготовить вопрос юридического характера. Накидали тут прилично. Ты смог бы нам немножко ответить и прояснить некоторую ситуацию? Да, конечно, с удовольствием. Тогда погнали. Погнали. На что стоит обратить внимание в договоре? В договоре стоит обратить внимание на ответственность застройщика за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию, на сроки сдачи дома в эксплуатацию, на ответственность покупателя за несвоевременную оплату, на порядок оплаты. Также стоит обратить внимание, что если мы говорим о предварительных договорах, то в них обязательно должно быть прописан срок подписания основного договора. А достаточно часто применяют застройщики такие пункты, ну, грубо говоря, против себя, что они несут какие-то обязанности, если они не успеют? Нет, практически никогда. Да. То есть... Каких-то критических жестких пунктов против себя они никогда не принимают. Жалко. Много ли существует разрешительных документов по строительству? Достаточно много. В основном это зависит от места расположения жилищного комплекса. Например, если ЖК находится на приоритетной территории, то нужно получать согласование по высотности. И если же, например, расположение жилищного комплекса на территории исторического ареала, то тоже нужно получать соответствующее разрешение. А какая территория, вернее, какое расстояние от аэропорта должно быть, чтобы они получали разрешение от аэропортов? Это устанавливается нормативными документами, называется как приаэродромная территория. Вот. По сути, можно сказать, что весь Киев в зависимости от аэропортов так или иначе попадает под приаэродромную территорию, потому что там расстояние достаточно минимальное. То есть вот эти две организации, да, ты говоришь, что это от аэропортов и от Минкульта, да, по сути, как дополнительные могут быть получены. А так, в принципе, стандартный пакет документов идет? Требования, которые ставятся к застройщикам, они все одинаковые, но в зависимости от места расположения могут быть какие-то специальные. Вот, например, еще, если на территории, которой возводится жилищный комплекс, есть оползни, либо там подтапливаемая территория, оползни, опасные грунты, то нужно будет получать от СУПРа. СУПР это управление по противооползневым системам. Вот, поэтому тоже есть момент. Ну да, я, в принципе, недавно встречал это в Салюте и в Поларисе, и то было действительно. Ну, достаточно многих жилищных комплексах согласно градостроительных условий нужно получать вот эти либо технические условия, либо согласования. Следующий вопрос. У всех застройщиков должны быть одни и те же документы? Нет, опять-таки в зависимости от места расположения жилищного комплекса. В принципе, понятно. То есть есть определенный базис, и вот некоторые документы еще могут быть дополнены, вот как минимум тремя, которые ты назвал. Понятно? Да, совершенно верно. На какие документы вообще стоит обратить особое внимание? Особое внимание стоит обратить на градостроительные условия и ограничения, а также на условия, которые в них прописаны. На экспертизу проекта, если ведется многоэтажное высотное строительство, на правоустанавливающие документы по земельному участку и на технические условия по подключению к коммуникациям. Сразу в такой вопрос. Достаточно часто слышу, что если у застройщика земельный участок в собственности, то они как-то себя чувствуют более вальяжно. Насколько я понимаю, но это далеко не так. Вот как ты считаешь? Ну, на самом деле критическая разница находится либо в аренде, либо в частной собственности у застройщика практически нет. Каких-то супер бонусов от этого тоже нет. Вот. То есть при желании можно опровергнуть как купли-продажи, договор купли-продажи, так и договор. Да, конечно, на это по сути особо это не влияет. Если стройка признается незаконной. Это, кстати, достаточно важно, имейте в виду. Не ведитесь, когда застройщик вам говорит, что у них это в собственности, и поэтому можете спать спокойно. В принципе, риски есть и там, и там. Конечно. Следующий момент. Как проверить действительность документов? Во-первых, на любом разрешительном документе должно быть номер документа, дата его выдачи, орган, который выдал, подпись и печать этого соответствующего органа. Также нужно проверить документы, не были ли они отменены в судебном порядке. Это можно сделать в судебном реестре.
Так, следующий вопрос задают. Каким образом самостоятельно проверить ЖК? Это, наверное, тот, кто не хочет платить за юридические услуги. Первым этапом нужно проверить разрешительную документацию базисную, ну, в том числе все остальное. Потом проверить эту документацию по судебным реестрам, не была ли она отменена. Проверить правоустанавливающие документы на землю, проверить по всем государственным открытым реестрам репутацию компаний, которые принимают участие в строительстве, а также взять вытяги по земельному участку, нет ли каких-то арестов, запретов на отчуждение, ипотек и так далее по объекту недвижимости. То есть, если так, в двух словах сказать, где нужно эти все документы проверять и брать? Большую часть я понимаю, что мы можем запросить у застройщика, и они это предоставят, а вторую часть самостоятельно в реестрах, правильно? Да, первая часть, она основная, она должна быть у застройщика, и она есть, они ее предоставляют. Но стоит отметить, что отделы продаж предоставляют документы, четкий перечень документов, которые вы запрашиваете. К примеру, если вы не запросили каких-то технических условий, они вам их, если они есть, они вам их покажут. А если они не в отделе продажи, а в центральном отделе продаж, либо же в юридическом отделе, нужно делать запрос на конкретный документ. Вот. Что касается реестров, то есть достаточно много реестров, помимо судебного, по которым можно проверить, законное ли это строительство, либо есть какие-то проблемы. Но по реестрам можно проверить только такие базовые, основные, большие проблемы. Понять всю историю, скажем бы так, ЖК, это ознакомиться с документами. Очень важным документом это градостроительные условия ограничения земельного участка. Вот там как раз и будут прописаны условия по поводу того, что нужно соблюдать застройщику, от кого нужно получить согласование, от каких органов, чтобы строительство считалось законным. Понятно. Но достаточно часто застройщик имеет такую папку с документами, они ее там дают тебе, и ты берешь, листаешь. Естественно, когда у них нету какого-то одного документа, то они надеются, что ты его просто не заметишь, правильно? Да, конечно. Стоит отметить, что у застройщика нет прямой обязанности предоставлять все документы, которые касаются строительства по запросу любого физлица. Это не обязательство, а это то, что они могут, то, что они хотят, они показывают. Если, есть такая практика, что в многих жилищных комплексах есть уже четко сформированная папка разрешительных документов, в некоторых они есть полностью там до получения всех согласований, а в некоторых есть только базовые документы, то есть, например, технических условий на подключение к коммуникациям, они могут и есть, у застройщика получены, но они в этой папке не показывают. Вот. Многие застройщики мотивируют еще тем, что и действительно согласно законодательству, что если получено разрешение на право проведения строительных работ, то строительство считается законным и передует тому, что все ранее согласования получены. Но на практике бывает по-разному, что строительное разрешение строительных работ получено, а документы еще получаются, которые необходимы. Понятно. Следующий вопрос. Как проверить репутацию застройщика? Проверить репутацию застройщика можно также по открытым источникам информации. Стоит обратить внимание на опыт строительства, то есть это введенные дома в эксплуатацию и были ли переносы срока ввода дома в эксплуатацию. Также обратить внимание на наличие долгов и на наличие открытых судебных производств, в том числе криминальных. Что будет в случае неполучения застройщиком какого-то документа, либо неточности в документе? В зависимости от неточности исход может быть разный, а вот если какой-то документ не получен, то это по иску соответствующих организаций может привести к тому, что будет отменено разрешение на право проведения строительных работ. Когда строительство считается незаконным?
это может быть совокупность факторов, либо какой-то один из факторов. То есть это либо отменено разрешение на право проведения строительных работ, либо же отменены градостроительные условия ограничения земельного участка, либо же расторгнут договор аренды земельного участка, либо признаны недействительными договора купли-продажи земельного участка, если в частной собственности, да, мы говорим, вот, либо же существует предписание об остановлении строительных и других видов работ, выданной ОГАСИ. На этих 3 пунктах, в принципе, базируется такой ресурс, как Azus, Org.ua, который работает по Львову. По Киеву, наверное, такого нету, да? По Киеву есть коммунальные предприятия ЛИК, где можно посмотреть статус законности строительства, но там они достаточно условные, тоже информация может у них не обновляться, много есть еще там серых пробелов, но достаточно нормально собраны некоторые данные, они основываются на получении разрешительной документации, в основном это разрешение на право проведения строительных работ, градостроительные условия, ограничения земельного участка и право, подтверждающее пользование землей. Следующий вопрос. Как без получения согласования сделать перепланировку? Достаточно просто, если перепланировка не касается несущих стен, внесения конструктивных изменений в окна и входные двери и не касается переноса коммуникаций, то согласовывать данную перепланировку не нужно нигде, ни с каким органом. Достаточно часто мне пишут подписчики, что хотят купить 3 и сделать 2 однушки. Надо согласовывать это? Нет, если это не будут несущие стены, убрали их и все. То есть просто делается входная группа общая, да, то есть там коридорчик маленький какой-то сделали на общие 2 квартиры, да, и, соответственно, в принципе, не надо ничего делать. Ну, если идет, что это по технической документации была одна квартира, трехкомнатной с нее сделали на комнату, тогда нет. Если идет речь об объединении 2 квартир, тогда уже нужно, конечно, согласовывать перепланировку. И тут стоит, что отметить по перепланировке, не нужно согласовывать, если уже квартира находится в частной собственности. Понятно. Наиболее применяемые схемы привлечения средств застройщиками? На данный момент в Киеве таких схем существует 2 наиболее применяемые застройщиками. Это договор купли-продажи имущественных прав плюс дериватив, либо же без дериватива, и предварительный договор купли-продажи. Следующий вопрос. Как можно сделать переуступку? Как ее можно обойти, если застройщик запрещает? Переуступку можно сделать 2 путями, которые на практике наиболее реализуемы. Первый – это заключение нотариального договора цессии, по которому идет замена стороны в договоре. То есть первичного покупателя заменяет второй покупатель уже и вот этот первичный инвестор, он уже выступает продавцом. Чтобы это сделать, нужно письменное согласование от застройщика. И второй вариант – это заключение трехстороннего договора об отступлении прав требований на квартиру между застройщиком, покупателем и продавцом, ну либо первичным покупателем, который продавец, и покупателем. Этот вариант, скажем, более защищает покупателя. Не того, кто продает по переуступке, а тот, кто покупает по переуступке. Стоит отметить, что в договорах застройщики, как правило, детально прописывают моменты по переуступке, и за переуступку застройщику необходимо заплатить процент от суммы переуступки. На данный момент по Киеву в разных застройщиков этот процент колеблется, но в среднем это от 1 до 3% от суммы договора. По общему правилу платит эту сумму покупатель, который покупает по переуступке. Что касаемо налогов, у продавца по переуступке возникает налогооблагаемая база, то есть это НДФЛ, налог на доходы физических лиц, 18% и военный сбор 1,5%.
19,5, да? А можно ли это, допустим, сделать через положить эту прибыль на ФОП? Ну, если, Если квартира была куплена на если физлицо квартира была куплена на физлицо, то продавать должно физлицо. и прибыль Если нельзя квартира было. была куплена на ФОП и оформлена на ФОП и зарегистрирована, тогда он такие, потому И что прибыль считается от той суммы, которая была в договоре в первоначальном, и разница между той, которая была в да, продаже. совершенно Да? верно. Ну, как правило, она не особо изменяется, поэтому, скорее Да. всего, там процент будет не процент, а налог будет невысокий. Да, есть некоторые покупатели, которые покупают по переуступке, просят, чтобы сумма в договоре была переуступки такая же, как и у первичного покупателя, чтобы на него, чтобы он не подпадал под налоговую благовую базу тоже. Если, допустим, вот застройщик против какой-то переуступки, ее нереально сделать каким-то способом, чтобы не без участия застройщика? Законно нереально никак. Законно нереально. Что при договоре цеха сейчас- должно быть письменное соглашение, либо когда составляется тристоронний договор, застройщик присутствует. То есть то, что сейчас происходит, ну, некоторые застройщики пытаются ввести ограничения по переуступке, у них это, в принципе, может получиться, если они, в принципе, как бы Конечно. объединятся и сделают это. И у меня уже последний вопрос, это как быть с финмониторингом. Я думаю, тут стоит рассказать, как попасть или как не попасть на этот финмониторинг. И если ты попал на финмониторинг, что нужно предоставить, какие документы, какие возможные вариации, если у тебя нет документов. Ну, что касается по поводу финмониторинга, то все достаточно индивидуально и зависит от конкретного банка. Вот, поэтому первое, это стоит сразу же обратиться в банк-партнер застройщика. Это уже минимизирует некоторые риски, связанные с предоставлением документов и происхождением средств. Ну, опять-таки, все достаточно индивидуально. Этот банк также может, если у него возникнут сомнения по поводу получения этих средств, он также может запросить их происхождение. Если же все-таки у вас запросили происхождение этих средств, то подтвердить их можно следующими документами. Первое, это, например, декларация в налоговую. Второе, это могут быть различные всевозможные договора и договор дарения средств, и договор купли-продажи имущества, и договоры аренды, и договор займа, различные договора. А если, допустим, договор займа, вот, допустим, предоставляет мне человек по документам какую-то сумму, а у этого человека не запросят ли документы? Запросят. Если запросит. возникнет вероятность того, что это рискованная операция, запросят. Ну, на самом деле это достаточно такой большой вопрос, и можно было бы еще поговорить об этом, и думаю, что это для многих и было бы важно. Если это действительно так, напишите в комментариях, мы этот вопрос более подробно разберем, и какие вариации вообще возможны на сегодняшний день. Потому что я на многих каналах встречаю эту информацию о том, что вот как быть, если там финмониторинг. Все, у меня вопросы закончились. Ром, огромное тебе спасибо, что ты даешь нам такую полезную информацию. Обязательно поддержите ролик, покажите, насколько это важно. Ну и все. Все, пока. Пока.